Всем привет, с вами Дэн, и, как видите, коробочка Булова. А Булова это всегда интересно, но сегодня особенная модель. Сегодня у нас лунная Булова. Ай, какая красота, а! Очень красивые часы. Значит, референс здесь у вас сейчас на экране. Брал я их, конечно же, где? Конечно же, в Creation Watches на Joomla. И ссылочку, естественно, оставлю. Плюс не забывайте, что у меня есть, между прочим, мой личный купончик на Joomla на 10%. Так что пользуйтесь, что называется, на здоровье. Ну, конечно, это культовая модель. Это именно лунная Булова, которая была, ну, понятное дело, в 1971 году астронавт Аполлон-15 Дэйв Скотт во время высадки на Луну носил именно Булову, потому что его штатная Омега Speedmaster вышла из строя, поэтому знатоки на самом деле ценят не только Омегу, ну и может быть даже в большей степени Булову. А конкретно вот эта версия была представлена в 2016 году впервые. Булова Lunar Pilot, и такая вот у нас современная интерпретация, и при этом стилистика того старого хронографа была сохранена. Но Булова идет вперед, поэтому здесь они ставят свой супер скоростной, да, невероятный кварц, который у нас с частотой 262 кГц, о чем гордо заявлено на циферблате. И, в общем, выпущено было с 2016 года достаточно много разных версий этих часов, там с разным видом полировки. Вот у меня сейчас вариант, который как раз-таки полностью с зеркальной полировкой. А не так давно они, кстати, выпустили в матовом корпусе и с красным циферблатом. Ну, такая немножко уже необычная версия. Мне она достаточно понравилась. И дальше расскажу, что с этим, собственно, связано. Значит, здесь у нас сапфировое стекло, водозащита 50 метров, точнейший кварц 262 кГц, как я вам уже сказал. Это версия Special Edition, как ее называет Булова. И на Joomla они без всяких скидок, без всяких купонов примерно 50 тысяч рублей. Но в принципе можно взять существенно подешевле. Так что очень даже доступная, хорошая, правильная альтернатива как раз той самой Омега Speedmaster. Суперлюминова здесь на метках и стрелках. И, собственно, кварцевый калибр называется NP20HPQ, у которого повышенная точность отсчета времени и плавное движение секундной стрелки. И давайте по размерам пройдемся. Вот по этой части. Здесь вообще корпус черепаха, поэтому немножко такие широкие вытянутые ушки, и толщина различается. Но в этой части 43,4 по высоте. С учетом стекла, здесь стекло купольное, достаточно высокое, 13,3. Что касается ремешка, то ремешок здесь 20. И от ушка до ушка, сколько получается, 52,2. В принципе, размеры очень такие базовые, я бы сказал, подойдут практически на любое запястье. Мои 18,5, ну, сидят они классно. И знаете, есть еще такой вот эффект, очень приятный для меня. Мне нравится такой крайне сдержанный стиль циферблата, но при этом за счет того, что здесь зеркальная полировка по корпусу, есть такое вот ощущение шика и качества. И на самом деле очень качественно выглядит корпус. Мы, конечно же, на него чуть более детально рассмотрим чуть позже. А сейчас я вам покажу, что у нас получается на базовом ремешке, который похож на натовский ремешок, но он немножко другой. Я сейчас вам его покажу. Ну, хорошо так сдержанно, да. Кто-то, может быть, скажет скучно, да, как Омега Speedmaster, но мне нравится вот это ощущение. И знаете, за эту цену, которую просит Булова, с учетом того же самого исторического наследия, не меньшего, чем у Омеги, я думаю, что это очень даже хороший выбор. Ну, здесь, смотрите, да, немножко видоизмененный как бы ремешок с хорошими такими симпатичными тренчиками. И давайте сразу покажу, что у нас получается. Они сделали его из двух частей, то есть вроде как сохранилась стилистика натовского ремешка, но здесь вот он не цельный, да, не цельным куском, в общем, крепится. Зачем так сделали, честно говоря, фиг знает. Я бы предпочел, чтобы был обычный ремень, потому что, ну, просто удобнее было бы его снимать, менять на что-то другое. Вот задняя крышка здесь сразу написано, да, ремешок из Китая, механизм японский. Ну, достаточно приятная, симпатичная получается задняя крышка. Здесь прям 4 винтика. У нас интересный такой момент. Давайте запустим хром. Плавно идет секундная стрелка, посмотрите, да, центральная, очень-очень плавно.
Итого у нас часы, минуты, базовая секундная стрелка в отметке 6 часов. Здесь у нас минуты, здесь у нас секунды, здесь у нас доли секунды. Вот так получается. Обратите внимание, очень интересно сделано стекло. Оно на самом деле опускается чуть ниже, чем безель. И за счет этого получается такая вот интересная матовая белая поверхность. Ну, а циферблат вообще очень-очень объемный. Вот эта трехмерность здесь максимально классно чувствуется, потому что, во-первых, 3 субциферблата, они опущены вниз, потом идет основная часть, на ней метки, объемные, красивые такие, стальные с покрытием суперлюминовой. Кажется, что они вообще вот по краям не остаются стали, но на самом деле есть там это хорошо видно. И идет у нас секундная шкала ниже, чем основная часть циферблата, еще такой рельеф, да, еще такой объем добавляется. И дальше уже идет тахиметрическая шкала намного-намного выше, чем основная часть циферблата. Мне очень нравится, выглядит прям, ой, просто пушечка, просто пушечка. Ну давайте сбросим, собственно, все счетчики в ноль. Приятно сделаны кнопки, они как будто бы часть корпуса, большая такая крупная заводная головка, такая мощная, хорошая, приятно пользоваться. Нравится. Мне нравится дизайн, мне нравится впечатление от этих часов. И самое главное, мне нравится их, конечно же, цена. Вот кто хочет какой-нибудь там Speedmaster, да, берем булаву, получаем то же самое удовольствие, просто в разы дешевле. 113 грамм у нас на вот этом самом ремешке. И знаете, я вам как раз когда говорил, что мне понравилась версия с красным циферблатом, я задумался. А если какой-нибудь интересный ремешок поставить к этим часам? Да, понятно, что в базе черный цвет, он такой идет, как бы цвет там, да, как будто вот используется астронавтами, да, и так далее, хотя там часто и белые ремешки использовались. Но я подумал, а что если что-то такое должно быть контрастное, что-то яркое? И, конечно же, как всегда, я обратился к мастеру Sea Leather, который уже очень большое количество мне кастомных крутейших ремешков сделал. И вот эта версия, которая как раз с красными оттенками, я хотел поиграть, да, чтобы был у меня не красный циферблат, а именно ремешок с красными оттенками. Здесь ремешок кожи теленка, ручной окрас. И, как всегда, мастер придумал вот эту концепцию, и давайте поставим, посмотрим, как эти часы заиграют уже на вот этом самом ремешке. Я думаю, что будет бомбически. Ремешок, блин, ну ремешки у него всегда просто самые кайфовые, потому что они максимально мягкие, максимально удобные. Кстати, у меня даже был его ремешок для моей Омеги Speedmaster, которая у меня раньше была в коллекции. А теперь у меня, собственно, альтернатива от Булава и тоже ремешок от Sea Leather. Ну, короче. Евгений, спасибо, а мы сейчас пробуем надеть ремешочек. Ну вот уже такой багряный, да, багряный цвет. По-другому смотрятся часы, несколько более ярко, несколько более, может быть, даже вызывающие, и как раз, может быть, так даже немножко и устрашающие, потому что мы говорим про бесчувственный космос. Ну, давайте посмотрим, как оно будет на запястье. Шикарно. Шикарно. Когда смотришь вот просто вверх, да, здесь немножко красного акцента, ну, а по бокам, конечно, получается, красный акцент присутствует. Мне нравится такая вариация. Необычная, интересная и даже немножко как-то вот так игриво получается. И очень удобно на запястье, гораздо удобнее, чем вот с базовым ремешком. Класс. Базовый ремешок немножко такой жестковат, я бы сказал. На коже по-другому ощущается. Ну, давайте теперь более детально посмотрим циферблат. Ну вот как раз, как я вам говорил, очень-очень все объемно. Немножко антиблика они пожалели, хотелось бы. Но объемность циферблата впечатляет, реально классно. Ну и корпус хорош, особенно с учетом стоимости. Потрясающе сделан корпус, очень мягкий, очень такие обводы плавные, гладкие, как раз в стилистике 60-х. Супер, мне нравится. Булава, респект. Ну, что по итогам, в принципе, я уже все рассказал, все дифирамбы спел, поэтому мне понравилась модель, мне кажется, она очень классно стоит. И если хочется космическую тематику, настоящие там космические часы с хорошей историей, при этом с точнейшим кварцем, с шикарным качеством отделки и не задорого, то Булава, привет, как говорится. Других альтернатив по большому счету-то и нет. Контакты Евгения оставлю в описании к этому ролику. На этом все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.